И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сегодня я буду снимать по поводу цен на рынке. Сейчас нахожусь на рынке города Селевке в Турции. Буду снимать все одним кадром, чтобы было удобно, чтобы у вас было такое присутствие, как будто вы находитесь на рынке. Смотрите, земляника за килограмм 100 лир. Буду показывать цены, чисто цены, 25 лир за килограмм огурцы. Тихонечко буду так ходить, чтобы вы все видели. А то люди обычно говорят, снимаешь себя, не показываешь цены. Картошка 15 лир. Вот, сегодня не будет вообще моего присутствия, только буду показывать. Вот, давайте прямо сразу к делу. Мандаринки по 20 лир, яблочки по 30 лир, помидоры 15 лир. На рынке людей очень много. Себе я, конечно же, тоже куплю, но после того, как все цены просмотрю, проштрудирую, да, вместе с вами. Яблочки очень вкусные. Смотрите, вот такие вот мелкие яблоки сейчас, они вкусные, по 40 лир. И желтенькие тоже вот маленькие, по 40 лир. Укроп, петрушка, почки по 10 лир. Вот, пожалуйста. Зелень, круглый год здесь. И салат тоже 25 лир за пучок. Тоже зелень, очень много зелени. Авокадо 150 лир за килограмм. Шпинат, гранат по 40. Огурцы по 20 лир. Лимоны по 40. Мандаринки по 20. Мед. На рынке мед продают вот сабен написано, то есть мыло. Оливки продают, черные, замаринованные оливки. И помидоры вообще, вон, смотрите, и огурцы по 10 лир. Еще есть по 30, другой сорт огурцов. Также здесь на рынке прям продают кукурузу и варят ее. Вот, идем дальше. Картошечка по 15 лир. Вот, кстати, за свежей картошечкой я и пришла. Но она что-то пока еще не свежая. Уже глазки видны, так что буду искать. Капуста, смотрите, какая большая, огромная. Считай. Вот моя рука и вот капуста. Сколько она большая. Лучок 15. Картошка, вот, кстати, похожая на свежую. 15. Возможно, сюда приду. Груша 110. Дыня 50 килограмм. Виноград, драгонфрукт не написан. Капуста цветная, точнее, да, цветная, 20 лир за килограмм. И вот такая вот капуста 30 лир за килограмм. Кстати, вот в этой капусте очень много витамина С содержится. Очень хорошая капуста. 30 лир, 20 лир. Такая капуста, штучка 50 лир написано. Так, лимоны 40 лир, мандарины 10 лир, лук 15, картошечка, смотрите, вот зеленая, да, виднеется, и покоцанная вся по 15 лир. Такую я точно брать не буду. Мандаринки по 15, помидоры салкым называются. Вот я люблю вот такие помидоры, 50 лир салкым, типа на ветке помидоры. По 15 есть вот такие обычные помидорки. Вот этот перец мне, кстати, хорошо нравится. Очень такой хороший перец. Он не сильно острый, но вкусный. Для салатов хорошо добавлять там. Так, 30 лир огурцы. Перец зеленый 50. Смотрите, хурма очень вкусная, кстати, хурма. Яйла написано. Это значит из гор. 70 лир за килограмм. 30 лир брокколи, в принципе, как и везде. Это за штучку
киви 50 лир. Также хурма по 70. Хурму я, кстати, люблю очень, но вот сорты разные бывают. Главное, чтобы была не вязкая. А то хурма обычно вяжет и неприятно ее кушать. Орехи продают по 250 за килограмм, я так думаю. Кстати, вот орехи мне нужны. Хочу кешью взять, если найду, чтобы не были жареные. Самое главное, чтобы жареные не были. Вот. Потому что жареные, они уже не настолько полезны. Сырые хочу. Кабачок по 30 лир. Такой мелкий. Помидоры 30 лир. Яблочки 50. Еще мне надо кинзу купить. Это, наверное, петрушка. 10 штук. О, смотрите, это что? Корень имбиря или нет? Нет, похоже, да? Что-то непонятно написано, короче. Панджар написано. 60 лир панджар. Панджар это же вроде свекла. Странно. Такая большая свекла. Панджар. 40 лир за кило гранатов. Ой, хорошие помидоры по 30. По 20 есть помидоры. На рынке, конечно, вообще прям все шикарно, все идеально. Даже, короче, не выключаю кадр, чтобы прям одним роликом все записать. Яблочки 40, 50. Сегодня же загружу этот ролик. 50. Это у нас айва. Айву начали продавать. Или она просто, наверное, лежала где-то. 50 лир. Айву, кстати, можно в плов добавлять. Вот. 20 лир за огурцы. Напишите, какие у вас цены. Интересно будет почитать. Мандаринки по 20 лир. Лимоны по 50. Мандарины 20. Бананы 60. О, драгон фрукт по 150. Капуста, говорит, по-русски 150 кило. Вот, Азалька любит такие. Так, это у нас, как она называется, забыла. Я рассказывала вам в прошлый раз об этом. В прошлый раз я, наверное, месяц назад была на рынке. Так, редиска как будто бы, да? Это такая крупная редиска, смотрите, на руках у меня. Не кадар? 40 лира. 40 лир, говорит. Дыню очищу, ой, не дыня, а как она называется? Bu ne kabak mı? Kabak tatlı yapılıyor. Tamam, şükürler. Ne kadar? 50. 50 пакетик стоит. Так, а это что интересно? А bu kekik? Kekik, yayla kekiği. Tamam, anladım. Şükürler. Kekик это очень хорошее средство от кашля, между прочим. Яйла кекиги, говорит, типа с гор. Вот, кинзу бы не забыть, самое главное купить по 10 все пучки, это очень недорого. Вот. По поводу тыквы я не дорассказала, вот из такой тыквы я суп готовлю, очищенную беру и делаю суп-пюре, очень вкусно. Так, арахис 200 лир, не вижу кешью, но я надеюсь, что я найду, пойду по этой теперь, по этому ряду. 65 лир бананы. Знаете, вот сходу рассказывать тяжело, но одним роликом хочется прям вот закинуть. Поэтому рассказываю сходу, что в голову приходит. Чеснок 250 за килограмм, помидоры 60 за килограмм, лук 13. Картошка очень старая, тоже 13 лир за килограмм. Здесь помидоры на ветке, тоже салком 40, 20 обычные. Перец 80, классно. Так, кабачок 30, перец зеленый 50, яблочки 50,
Цукини 50. Помидоры вот такие вот 25, тоже красивые, между прочим. Кило за 200 лир кило авокадо, большие, крупные. Острый перец 60. Смотрите, какие маленькие черри, помидоры написано 60 лир. Прикольно. Бананы по 65. Вот эта лавка тоже очень такая, она разнообразная. Давайте покажу. Гранаты по 80, 120. Груши 60, гранаты красные. Эти почему-то дороже по 80. Вот такие я брала себе. Хурму дома. И прям съела. Одна ела, между прочим, никто не ел. Почему-то бал-хурма написано. Ну, вкусная очень. Не вяжет вообще. Эрик, это сливы, наверное, тоже старенькие где-то лежали, потому что сейчас сливы вроде не сезон. Вот. Но они обычно вот так вот в холодильнике что-то держат, потом вытаскивают. Виноград по 100 лир, по 100, там разные винограды, мандаринка. Не написана цена. Здесь хурма. Хатай хурмаса из Хатая. Видите, она какая? 80. Это что? Шекер иладже. Мурт написано. Интересно, что это? Кто знает, напишите. Ягода 200, а вот там у входа 100 была ягода. Лук свежий, пучок 15. Морковка 30. Здесь вот мокро, не буду заходить. Дальше идем. Лук порей. Да, вроде так называется вот этот лук. Сколько? 50, не знаю, за килограмм, наверное, или за что. То, как готовят лук порей. Куда добавляют, пишите. Шпинат 50 лир за пучок. Потом я еще вот такой вот люблю салат. Вот, айсберг. Штука 50. Беру я часто. Ну-ка, посмотрим там, что есть. Вот здесь вот, если кешью. Мне интересно. Мне же надо. Я детям хочу. Вот, в школу. Не любят они ни грецкий орех. Испугалась даже. Так кричат. Это какая-то листья какие-то очень интересные. Но здесь всего не знать, прям все это не изучишь, поэтому дальше идем. Не могу сказать прям, что продают именно. Все еще не изучила за 3 года жизни. Когда, кто, кстати, на канале впервые, мы переехали 3 года назад в Турцию жить с 3 детьми. Поначалу мы жили в Газипаше 1,5 года, потом по работе мужа переехали сюда, в Селевке, это провинция Мерсин. И в итоге сейчас муж работает на станции Аккую, я работаю удаленно. По поводу того, где я работаю по удаленке, можете по ссылке переходить, смотреть, кому интересно, кто тоже ищет удаленный заработок. Я вывожу деньги через самозанятость удаленным путем, оформила все это на карту Тинькофф. Так что, если вам интересно, тоже можете написать. Здесь овощи, фрукты. Сегодня я снимаю в основном, да, рынок. Здесь это овощи, фрукты. Все, что люди сами собирают, привозят. С теплиц, с огорода, кто как может. Помидоры 30, огурцы 25, 18. Наверное, заметили, что цены меняются. Везде разные цены. Вот. Проходишь, вроде чеснок 250, где-то 200, где-то 150. Чеснок, кстати, хороший. От размера зависит, от продавца зависит. Зависит многое от многих факторов. Из своего огорода ли привозят, либо в теплицах. Иногда, если в теплицах, если много у него, он подешевле может продать. То есть, вот так вот все определяется. Морковка хорошая, красивая, смотрите, по 25 лир. А там где-то 30 вроде было, да? Вот, видно, что со своего огорода немного овощей на прилавке. Картошка 15, лук 15. Вот тоже картошечка такая, вроде как свежевыкопанная, кажется, но зеленоватая, и поэтому брать такую не хочется. А его продают и здесь тоже.
Напишите, кто знает, Айва сейчас сезон или это просто они подержали в холодильнике и продают сейчас. Кто знает, напишите. Я знаю, что меня из Турции смотрят. Большой-большой привет. Во все районы Турции. Раньше я снимала газипашу. Мне оттуда писали. О, смотрите, розовые помидоры. 60 лир. Тоже очень вкусные. Потом вот эти салкым появились. Вот эти салкым, они сейчас 60, а потом в конце будут по 25 лир примерно. Поэтому цены вот всегда от сезона к сезону меняются. Ой, картошечка 17, 15, лук, гранаты по 50. В этом году, короче, было холодное лето, что ли, или как сказать, не лето холодное. В общем, холодная погода была, стояла. И, получается, очень мало было в этом году шефтеля. Она была какая-то жесткая и невкусная. У нас в газипаше всегда шефтеля было очень такое вкусное, крупное. Шефтеля — это персик. Вот. И в этом году кирас или кайсе, как... путаю, кирас. Это черешня. Тоже была очень такая, плохая, можно сказать, и дорогая. Мало ее было. Поэтому многое в этом году не получилось поесть. Перец, смотрите, болгарский по 70 продают. Классно, можно купить. Вот. Как красиво они все делают. Вот тоже, смотрите, видите, тыква по 50. Взял вот такой мешочек и сделал супчик, суп-пюре. Вообще идеально. Мандаринки по 20, огурцы 10, перец 25-20. Вот. Дальше идем. Сколько я уже наболтала? 17 минут. Вот так вот хожу, болтаю вместе с вами. Вот здесь обычно я всегда покупаю мед, но в последнее время что-то он какой-то как будто бы не настоящий. Вообще проблема найти настоящий мед в Турции. Вот действительно проблема, потому что у нас в России мед так мед, прям настоящий мед был. А здесь он не такой, как сказать, сильный, что ли. Он здесь какой-то слабоватый прям. Продают на улицах вот такие вот сладости. Так, что еще вам показать? Опять продают айву, армут. Армут — это груша, да, айва. Панджар, опять-таки, вот панджар. Панджар — это вроде свекла. Напишите, правильно ли говорю. Вот опять айва. Каждая в пакетике завернута. 200 лир стоит драгонфрукт. Короче, вот такие вот цены. Чтобы еще вам показать, чтобы еще заснять, вы пишите, что вам интересно. В следующий раз на рынок, когда пойду, я поснимаю именно то, что вы написали. Вот. Помидоры 30, огурцы 25. Салат опять. Вот такая вот большой островок продают зелени. Орешки, кукуруза, ашемурт. Клубника 200 лир, апельсины сейчас стоят 100 лир. Хотя в сезон они вообще 10 лир стоят. Вот так вот. Если не сезон, они их вот так вытаскивают из холодильника, и потом становятся они такие вот бесценные, дорогие. Вот. Вот такая вот атмосфера на рынке. Я знаю, что многие любят смотреть именно такие ролики по цены, про рынки.
Сейчас, кстати, где-то 22 градуса на улице. Ну, как-то тепло очень. Ветра нет. Хорошо. Пасмурно сегодня, поэтому такая погодка. Ну, прям теплые жаркие дни, наверное, уже позади, я считаю. Уже пора бы, наверное, даже. Сегодня у нас уже 7 ноября. Сейчас дети будут на каникулах. Будем недельку дома сидеть. Как дома, когда они сидят, когда они дома, то есть когда они на каникулах, они обычно всегда на улице гуляют. Так как у нас Сите. Кто не смотрел предыдущие ролики, посмотрите. Я там обычно все рассказываю, показываю. Кто на канале впервые. Бананы классные. Мне уже все это кажется такое обыденное. Ничего такого вау, чтобы я тут увидела, нету. Морковка по 30, там была по 25. И все то же самое, в принципе, да, повторяется. Авокадо 150. Что еще вам показать? Инжир вот сушеный. Здесь виноград, оливки. Виноград, это вот виноград по 80. А это вот оливки по 80. Яблочки по 70. Кстати, спрашивали по поводу вещевого рынка. Где в Селивке вещевой рынок? Мне писали. Вот здесь вот продают что-то. Типа вещей. Давайте я туда выйду и закончу уже ролик. Вот. И что хочу сказать. Наверное, вы не имеете в виду про такой именно рынок. Наверное, вы все-таки имеете в виду прям отдельный вещевой рынок, как в Алании, да? Наверное, таких здесь нету. Вот. Ну, все такое, как бы, да? Турецкое чисто. Кто-то что-то приезжает, продает. Обычные вот такие вот рынки тут рядом с продуктовым. И буду заканчивать на этом. Обычно, как бы, да, все... Что сама покупаю, показала, по ценам рассказала. Кому-то что-то, если интересно, пишите. Всем желаю, как всегда, здоровья, счастья. Любите друг друга, будьте на позитиве, мирного неба над головой всем. Всем пока.